В эфире Постметро, с вами, как всегда, Евгений Матусов. Сегодня мы побываем на нескольких станциях северной линии метро Лондона, Northern Line. Эта линия уникальна, у нее два центральных участка, 3 северных и 2 южных конца, 10 разных маршрутов поездов и 1 оборотная петля для них. На Northern Line есть станции, открытые как в 60-х годах 19 века, так и в 2021 году, потому что линия образовалась путем передачи ей участков пригородных железных дорог и метро от 3 разных железнодорожных компаний. Линию, показанную на схеме лондонского метро черным цветом, в перспективе могут разделить на 2. И несмотря на ее название, линия проходит не на севере города, а пересекает его с севера на юг, заканчиваясь на самой южной станции метро Лондона – Морден. Ну а начинаем мы нашу сегодняшнюю экскурсию в самом центре Лондона, на станции Tottenham Court Road. На северную линию мы перейдем с линии центральной, где станция оформлена вот такой вот интересной мозаикой. Указатели говорят нам, что переход на северную линию в торце станции. Причем подразумевается, что он здесь односторонний, а выходы из перехода в обратную сторону в центре зала. Напоминает что-то подобное на пересадочном узле Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд в Москве. Только пересадочные коридоры здесь, как видите, намного уже и ниже, не для клаустрофобов. От станции Tottenham Court Road мы с вами поедем на север, чтобы посмотреть в том числе и старинные наземные станции. Но про них выйдет отдельное видео, а сегодня мы посмотрим на крупный двухэтажный пересадочный узел, станцию Camden Town. Но сначала о схеме движения на линии. Давайте упростим вот эту схему до такой. Оставим на ней только важные пересадочные узлы с пересечениями путей в разных уровнях. Узлы Camden Town и Кеннингтон и позволяют пустить на линии практически все возможные маршруты. Двойной, то есть 4-путный участок начинается в Camden Town, но потом при движении на юг 2 пары путей отдаляются друг от друга. Одна идет прямее и западней, по ней мы сейчас и едем только на север, а другая петляет восточнее через станции Моргейт и Бэнк в финансовых кварталах города. Сейчас, в мае 2022 года, участок от Кеннингтон до Моргейт закрыт на масштабную реконструкцию, которая должна завершиться уже в этом месяце. В частности, очень популярная станция Бэнк полностью перестраивается, расширяется так, что строится новый обходной туннель для одного из путей, а один из 2 старых туннелей становится как бы частью нового центрального зала, из которого на выход будет вести несколько новых эскалаторов. Если вам интересны подробности этих работ, в результате которых останется неиспользуемый участок туннеля, построенный в 20-х годах прошлого века, то смотрите видео на английском языке. Ссылки на них я оставлю в описании. Что же касается интервалов движения на линии, то если рассматривать обычную ситуацию, когда нет вот этих строительных работ и закрытого участка, то самый маленький интервал на одном из участков линии 24 поезда в час. В то время как в Москве количество пар поездов в час может доходить до 38 или даже до 40. А так здесь получается минимальный интервал чуть меньше 3 минут на этой линии Northern Line. И то это интервалы в часы пик, а вне часа пик интервал может быть еще больше. Ну а мы с вами как раз едем тогда, когда утренний час пик уже закончился, и народу в поезде, как видите, не очень много. И сейчас мы проедем станцию Morning Crescent, которая единственная расположена вот на этом 4-путном участке. Правда, эта станция только на 2 путях из 4, другие 2 проходят здесь где-то рядом без остановки.
Эта станция в небольшой кривой расположена, как видите. Но оформление почти везде стандартное, вот такой вот плиточкой, в том числе и на этой станции. А полноценного центрального зала у таких старых станций обычно нет. Вместо них просто ходки в сторону выхода или пересадки. Станция Mornington Crescent, как и многие станции на этом участке, открылась 22 июня 1907 года. Вот интересно, что можно официально открывать окошечко между вагонами для вентиляции вот в этих поездах некоторых, и можно вот так вот смотреть, что делают пассажиры в другом вагоне, или даже передать что-нибудь в тот вагон. Ну а мы подъезжаем к цели нашего путешествия, станции Camden Town, двухэтажной станции с очень своеобразным путевым развитием, развязками путей в разных уровнях. Именно эти развязки позволяют создать те 10 маршрутов, которые мы видели на схеме. Практически поезда могут идти откуда угодно и куда угодно. И выйдя из поезда, мы сразу утыкаемся вот в такой мощнейший железный барьер. А сделан он здесь для того, чтобы люди, спешащие из перехода или спустившиеся на станцию, не бежали на платформу. Платформа очень узкая, и чтобы они не упали просто на пути, не заметив эти пути. Сначала стоит вот такой барьер, а от него они уже могут пойти влево или вправо по платформе. У станции Camden Town большая история, она много раз перестраивалась. Ну, если хотите, можете поставить на паузу и прочесть эту информацию на английском, или же воспользоваться Википедией. Ну, у станции Camden Town своего среднего зала тоже нет, а вместо этого есть достаточно большое пространство, ну, по моим прикидкам, больше 100 метров, между путями, идущими на север, и путями, идущие на юг. Здесь вот слева выход с эскалаторным наклоном, мы еще сюда вернемся. И мы сейчас находимся на втором этаже станции, вот там вы видите поезд. Он идет на юг, обратно в сторону станции Mornington Crescent. А здесь внизу поезд идет на север, в сторону станции Эдгуэр, по западной ветви. И вот смотрите, как удобно здесь сделать пересадку. Просто вот такой небольшой поворотик, и вы идете либо сюда без спуска по лестнице, либо все-таки спускаетесь по лестнице на нижний этаж станции и едете по другой ветви. Главное не перепутать куда, и многие путают. Для многих, даже местных жителей, северная линия остается достаточно запутанной. И в этом смысле они могут оказаться совсем не на той части линии, куда бы они хотели попасть, по ошибке просто. Ну а здесь получается для большинства пассажиров кроссплатформенная пересадка, только либо со спуском или подъемом по лестнице, либо просто в том же уровне. Вот выход. Всего 2 эскалатора, как я уже сказал, и это приводит к пробкам в часы пик. Ну и та же ситуация с другой стороны. Здесь наоборот, сверху поезда идут на север, а снизу на юг. Здесь только не видно так хорошо поезд уже вот с этой точки, с верхней. Зато видно красивую старинную лестницу, вот с такими коваными ступенями, с протертыми уже от старости перилами. И опять здесь можно либо спуститься, либо остаться на том же уровне. И уже более короткой дорогой, чем с другой стороны, выйти к поездам, уперевшись опять-таки вот в этот барьер безопасности. Ну, архитектурно станция мало из себя что интересного представляет, много рекламы. Давайте теперь спустимся на нижний этаж станции, посмотрим, может быть, там что-то другое. Были планы расширить вход на эту станцию или построить новый дополнительный вход, но эти
планы застопорились из-за недостатка финансирования. И, как вы видите, на станции есть протечки, и вообще она уже нуждается в ремонте. И вот здесь старинное название этой станции на плитке в стиле арт-нуво – Camden Town. Вот везде висят объявления о том, что часть линии закрыта, и можно получить дополнительную информацию, как проехать до нужной станции по другому маршруту. Ну а так пассажиры ориентируются обязательно по светящимся табло, куда идет следующий поезд. Там показываются обычно 3 или 4 следующих поезда, куда они пойдут, до какой конечной станции, по какому маршруту. Ну и дополнительно есть объявление на станции, куда идет поезд. Но в вагоне есть бегущая строка, которая также показывает направление движения, до какой конечной станции идет поезд, и следующую станцию с возможностями пересадки на этой станции. Посмотрим коротко прямо из поезда еще на несколько станций северной линии. Следующая станция Хайгейт оформлена в стиле 30-х и 40-х годов 20 века. Тогда эта подземная станция и была построена вместо наземной, которая существовала в этом месте с 1867 года. Станция Юстон известна тем, что уже была расширена и переделана в кроссплатформенную за счет строительства одного из тоннелей заново, примерно так, как это сейчас происходит на станции Бэнк. Отделка станции панелями также явно более поздняя. Они, конечно же, не были прикреплены сюда в 1907 году. В том же году открылась и станция Charing-Cross, которая вот так вот интересно теперь оформлена. Отсюда можно выйти к Национальной галерее, Национальной портретной галерее и вообще на знаменитую Трафальгарскую площадь. Ну а станция Embankment или набережная, конечно же, Темзы, известна тем, что за ней существовала первая оборотная петля на этой линии с 1914 по 1925 год, потом ее разобрали, и сейчас существует только одна петля в Кеннингтоне. Ну а станцию Waterloo я вам решил показать, чтобы не только коротко включить песню группы ABBA, ну и чтобы обратить ваше внимание на то, что это очень крупный пересадочный узел из 4 станций, и здесь же заканчивается линия, которая так и называется, если перековеркать на русский, Ватерловско-Ситевская линия, ВСЛ. Ну и, наконец, Кеннингтон. Классическая кроссплатформенная станция, на которой сливаются два центральных участка северной линии. В таком виде станция существует с 1925 года. Около половины поездов продолжает отсюда движение дальше на юг, до самой южной станции лондонского метро Моден. Чуть меньше половины оборачивается либо в единственном тупике, либо с помощью петли. И только 6-7 поездов в час, и только начиная с сентября 2021 года стали ходить до станции Battersea Power Station с промежуточной станцией Nine Elms. Об этом участке я уже на канале рассказывал, смотрите видео по ссылке в описании, если вам ранее YouTube еще не предлагал его смотреть. Отсюда я и поехал до этой новой станции электростанции. Но сначала поезд долго стоял на платформе, видимо, был небольшой сбой в расписании. Или просто машинист, который пришел на смену вот этому вот машинисту, решил с ним сначала немного поболтать. Потому что вне часа пик никто в метро Лондона особо не спешит.
Мой поезд все-таки наконец покинул станцию Кеннингтон, а потому пора и нам заканчивать. Ставьте лайки этому видео. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет продолжение, в котором я расскажу о самом старом участке Северной линии с его уютными наземными станциями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До встречи в эфире.